Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Сегодня у нас с вами 3 июня, пятница, последний рабочий день. Обязательно купите сегодня полотенце и проведите очень важную и мощную практику. Что еще сегодня очень важное нужно сделать? Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Вы знаете, сегодняшний день, 3 июня, будет очень насыщенным. Сегодня возможны сильные переживания. Могут быть яркие эмоции, у которых на поводу могут пойти даже те, кто прежде очень крепко могут держать себя в руках. Поступки, которые могут быть совершены под влиянием этих моментов, приносят неожиданные результаты. Очень многие сегодня смогут понять, что уже хотели они изменить в своей жизни и начнут двигаться в правильном направлении. Только прежде стоит очень хорошо подумать и прислушаться к себе. Подсказки интуиции сегодня будут очень полезны для вас. Не относитесь слишком придирчиво к происходящему вокруг. Не бойтесь окунуться в атмосферу беззаботного веселья. Надо уметь отдыхать. В ближайшее время вы вступите в союз любовный, партнерский, дружеский. Он будет крепким, надежным и гармоничным. Романтические отношения помогут вам в работе, поэтому постарайтесь не терять присутствие духа, если на работе что-то пойдет не так. Какие бы события ни происходили, старайтесь соблюдать сейчас спокойствие. Не злитесь, не вступайте в конфликты. Ваша сдержанность поможет вам довольно легко сегодня преодолеть любые препятствия. Как мы уже сказали, сегодня каждого из нас ждет насыщенный день. Многим из нас не захочется сидеть сложа руки, не тратить время понапрасну. Поэтому вы стараетесь сегодня найти интересные дела, проявляйте инициативу и с удовольствием поддерживайте чужие, но только интересные начинания. Ваш творческий потенциал сегодня очень высокий, у вас появляются новые планы и идеи. Какие бы дела вы ни планировали на сегодня, отнеситесь к этому серьезно. Не стоит рассчитывать на легкие успехи и быстрые победы. Для достижения нужных результатов вам придется сейчас потрудиться. Будьте к этому готовы. Возможно, незначительные, но раздражающие разногласия с окружающими людьми, а некоторым даже будет трудно поладить с самыми близкими людьми. Если у вас есть какой-то план или идея, обязательно дерзайте, пробуйте. Только не стоит действовать необдуманно. Смелость – это, конечно, важное качество, но в некоторых ситуациях этого недостаточно. Благодаря вашему необычному взгляду на многие вещи вы с легкостью сможете решить многие проблемы, которые возникли ранее. Если вы сегодня сосредоточитесь на собственных делах, то сможете быстро довести их до конца, и вам едва ли кто-то сможет помешать. Многие ваши начинания сегодня будут удачными. Вы проявляете свою изобретательность и не боитесь принимать нестандартные решения. С удовольствием экспериментируете и добиваетесь нужных результатов. Сегодня вам удастся исправить старые чужие ошибки, которые постоянно тормозили вас в работе. Сегодня вы сможете объединиться с единомышленниками, а благодаря их поддержке вы сможете справиться со многими сложными делами. И при удачных совпадениях обстоятельства вы не будете теряться, а постараетесь из происходящего взять максимум пользы. Вас ждет сегодня приятное известие, возможно и улучшение материального положения. Но строить иллюзии, конечно же, не стоит. Надейтесь только на себя, а не на какие-то непонятно что. В офисе вероятны волнения, руководство присматривается к сотрудникам, чтобы, возможно, сократить штат. Поэтому постарайтесь не ударить сейчас лицом в грязь, работайте, пожалуйста, с полной отдачей, и тогда ваш день будет успешным. Принимая решение, откажитесь от каких-то спонтанных мыслей. Взвесьте все плюсы и минусы выбранной стратегии. На работе вы сегодня часто будете противопоставлять себя окружающим, пренебрегаете мнением коллег о себе. Это негативно влияет на ваш профессиональный статус. Пересмотрите привычки и взгляды на жизнь. Друзья вас ценят сейчас за умение найти общий язык с кем угодно. Пользуйтесь этим, чтобы добиться желаемого результата. Фортуна, обращаем ваше внимание, на вашей стороне. Если вы сегодня должны отправиться на какие-то очень важные деловые встречи, постарайтесь хорошо потрудиться и подготовиться, чтобы они прошли удачно, и вы смогли решить свои вопросы с пользой для вас.
Многие из вас именно сегодня смогут определиться с планами на будущее. Не исключены сейчас и интересные предложения, которые будут касаться работы или бизнеса, а также какого-то очень важного для вас дела. Подумайте и решите для себя, может стоит принять эти предложения. Они смогут открыть перед вами путь к карьерным вершинам. В финансовой сфере изменений не ожидается. Вы не найдете клад и не получите наследство, однако и больших расходов тоже не будет. Однако старайтесь все же быть осторожными в финансовых делах. Стоит сократить сейчас расходы и воздержаться от незапланированных покупок. Ваше деловое чутье будет сегодня особенно острым, никаких ошибок допустить вы просто не сможете. День также очень хорошо подходит для учебы. Сегодня можно многому научиться и получить много полезной информации. Полезен день и для занятий, которые будут способствовать расширению вашего кругозора и помогут найти применение вашим талантам. В конце дня лучше избегать высоких нагрузок, потому что из-за них просто может ухудшиться ваше самочувствие. Это время вы сможете хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. Семейным представителям следует больше сегодня уделять внимание любимому человеку. Не задерживайтесь сегодня в офисе и не берите работу на дом ни в коем случае. Начальство это вряд ли оценит, во всяком случае о карьерном росте пока речи, к сожалению, не идет. Также наведите сегодня вечером порядок дома, продумайте свое меню. Сегодня вам очень хорошо будет понятно, что же нужно делать, чтобы наладить отношения с близкими и как вы можете избежать конфликтов. Вы сможете не только сделать что-то полезное дома, но и у вас будет время приятно провести свой досуг в компании родственников или старых друзей в неформальной обстановке. Вместе вы сможете обсудить многие вопросы, которые будут касаться как личной жизни, так и вашей профессиональной деятельности. Обращаем ваше внимание, что по лунному календарю у нас сегодня с вами растущая луна. И энергия этого дня сегодня заряжает нас силой. Очень важно помнить, что все, что вам сегодня дается, нужно использовать только во благо. Поэтому сегодня важно, чтобы вы не допускали легкомысленных каких-то поступков и соблюдали во всем порядок. Не нарушайте сегодня и закон. Не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против. Также не совершайте в этот день каких-либо недобрых поступков, даже если и будет тяжело, потому что вы со временем поймете, что все было во благо. Сегодня в голову могут приходить и мысли, а зачем мне все это надо? Здесь очень важно не поддаться вот такому вот настрою и преодолеть сопротивление. А вот если конфликт сегодня какой-то будет, ссора или скандал, но если он начнется именно сегодня, то он, к сожалению, друзья, обращаем ваше внимание, затянется надолго, поэтому не старайтесь сегодня идти на конфликт. Сегодня хорошо заниматься текущими вопросами, заниматься творчеством, уделите внимание себе, обязательно занимайтесь наведением уюта дома и формируйте бюджет. Даже, возможно, если вы не знаете еще, но просто сделайте какие-то наброски. Не рекомендуется сегодня конфликтовать, решать какие-либо достаточно глобальные вопросы, связанные с бизнесом и с деньгами. Также не стоит сегодня рисковать. Также нельзя сегодня заплетать волосы в косы, а то считается, что судьба будет у вас запутанной. Лучше ходите все-таки с распущенными волосами. Сегодня можно есть все, что вам хочется. Пища перерабатывается в энергию, но соблюдайте меру и все-таки не переедайте. Алкоголь разрешен в меру. Также, как мы уже сказали, друзья, сегодня день конфликтов, ссор, и многие из нас могут быть раздражены. И, конечно, для нас семья – это превыше всего. И далее мы с вами поговорим о ритуале, который поможет вам помириться с мужем и больше не ссориться. Поэтому именно сегодня или купите новое полотенце, возможно, у вас дома уже есть новое полотенце, но именно этим полотенцем муж должен будет вытереться.
И вам нужно прочитать на это полотенце определенные слова. И этим полотенцем уже в дальнейшем может пользоваться только муж и как можно чаще. Друзья, слова этой практики будут в описании к этому видео. Обязательно скажите достаточно одного раза и дайте мужу, пусть пользуется. Если просто возьмите, знаете, как подарите в знак примирения. Вот, друзья, вот такой у нас сегодня с вами день, 3 июня, пятница. Мы всем желаем хорошего проведения дня, удачи. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной и интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся уже в следующем видео.